Вряд ли сегодня найдешь тех, кто не слышал об острове Бали. И если одних откровенно раздражает вычурная популярность этого места, то других словно магнитом тянет сюда год за годом. Лично мы после 4 лет жизни в Таиланде, переехав на Бали с маленькими детьми, с двойней, не сразу поняли этот остров, что абсолютно нормально. Но в итоге прожили на Бали еще 4 года. И теперь это место для нас как родной дом. Слишком высокий, чтобы не одевать головной убор. О, настоящий балиист, да? Данное видео я задумывал как полный и глубокий анализ острова нашими глазами. Бали максимально неоднозначный. И наша задача показать 2 стороны одной монеты. Честно, спокойно, без суеты, о главных недостатках и главных преимуществах из личного опыта 4 лет жизни. Ну и расскажем пару неприятных новостей для тех, кто собирается посетить остров. Хотя, возможно, для кого-то это будут приятные новости. Конечно же, проблемой номер 1 сегодня на Бали являются пробки. Если вы собираетесь передвигаться по Бали исключительно на мотобайке, то пробки не будут вас особенно парить. Будут, но сносно. Но если вы собираетесь ехать на машине по Бали, то вам придется быть готовым. После открытия Бали сюда идут сотни и сотни тысяч туристов, цены взвинтились просто, пробки сумасшедшие. Австралийцы сюда идут массово, мега пачками, китайцев стали ввозить. Движуха сумасшедшая. Время на передвижение с точки А в точку Б по острову увеличилось примерно в 2-2,5 раза. Дурдом просто. Вот смотрите, что творится на Буките вот мы сейчас. Так, ребят, но в любом случае, так или иначе, честно сказать, что Бали, он практически такой, как его показывают в инстаграмах, вот в этих самых, да. Все эти картинки, которые вы видите обычно в интернете, они очень такие шаблонные, вот эти красивых локациях, красивых виллах с шикарным видом. Все именно так. Но из этих локаций нужно вот добираться. Между одним пунктом и другим пунктом есть такая дорога, пробки, дышишь выхлопными газами, и это для кого-то проблема, а для кого-то нет. На самом деле привыкаешь. Ко всему привыкаешь. Если мы говорим про большие мегаполисы, чем мы дышим, стоя в пробках в автомобилях, и чем это отличается? Только здесь тебя еще окружают рисовые террасы, красивые люди, улыбка, тропики и так далее. Поэтому картинка, она правдивая, просто она не до конца, она не полная. Собственно, этим видео мы и пытаемся заполнить вот эти пустые пятна в понимании и в видении острова, особенно для тех, кто там не был или, может быть, просто мельком проезжал туристам, потому что туристам все-таки ты все равно не ощущаешь его по-настоящему. Когда ты начинаешь уже жить, дальше будет подробнее про это в этом видео, будем раскрывать все более полным делать вот это восприятие острова. Ну и давайте сразу окунемся в атмосферу дорожного движения и отправимся с вами на нерегулируемый балийский перекресток, которых тут 95%, потому что светофоров и знаков тут очень мало. Вот как регулируется движение. Все переглядываются, всех друг друга пропускают. Вот я посмотрел, пускай едет по ситуации. Оттуда выезжают, отсюда выезжают. Все просто на ощущениях, это делают. Вон, видите, помахал что-то мопед, приостановил, говорит, типа, да, давайте теперь мы. Вот у меня появилось окошко, я заезжаю. Вот. Эти едут прямо, не пускают этот. Ну, короче, вот такая вот штука. Разъехались, все счастливы. Блин, на самом деле это выглядит дико. Из Европы там или из СНГ, где все так чопорно. Все окей, все работает, и все вот на фазе, и все терпеливые. Вот что самое важное, все терпеливые. Все друг к другу с пониманием относятся. Вот я сейчас жестко, вот до этого начал снимать, жесточайше просто закосячил. Думал, что чувак припарковался, а это пробка была. Но там просто такая машина, которая обычно разгружается возле магазов. И у меня сработала вот эта ассоциативная штука. Я подумал, что он припарковался, выгружает товар. Я его начал обгонять, а это стоит очередь. Просто в наших бы странах уже убили бы. Просто убили. Но это просто жесткий косяк. Я первый раз вообще так в жизни косячнул. Вот. И просто постояли, помолчали все. Никто даже ни разу не посигналил. Вот. И это очень круто.
Что касается водительского удостоверения, если едете отдыхать, то позаботьтесь заранее и сделайте себе ВУ международного образца. Без них вас будут штрафовать, без вариантов. И тут вообще не редкость полицейские облавы как раз нацелены на туристов без прав. Самое рыбное место, где стригут туристов, я расскажу попозже. Однажды я там тоже платил штраф. Но если вдруг вы уже приехали или по какой-то другой причине у вас нет прав международного образца, то можно сделать местные права. Все легально, в полиции, с отпечатками, как надо. Ну, понимаете, все, главное легально. Ну и это практически официальная услуга. Надежный контакт оставлю в описании, если кому нужны права. А сейчас я съезжу и покажу вам в деталях трафик в каждом районе. И расскажу про места, где вас поджидают сюрпризы. Еще очень важно знать о движении на Бали. Это тоже является таким своеобразным минусом для новичков. Особенно это то, что когда едешь вглубь острова, там реально узкие дороги. На машине передвигаться в первый раз очень страшно. Мы когда в 2016 году приехали, мы сняли маленькую машинку, но у меня был шок. Мы из Тая приехали, там такого не было. Но вот когда по Куте стали ездить, мы в Куте остановились, начали ездить по этим узким дорожкам. Иногда там даже на мопедах страшно ездить. То есть там прямо вот настолько узкий, ты едешь, просто у тебя сантиметр от зеркала и сантиметр от зеркал, вот там какие-то стены. Вглубь острова приезжаешь, там вообще просто бывают дорожки, на которые прям физически сложно разъехаться двум машинам, все так съезжают на обочину. Вот. А местные матерые, особенно такие грузовики, легкие грузовики побольше, они вообще прям бешеные, лютые психи, они вообще не притормаживают. И когда ты с ними разъезжаешься, у тебя там просто кирпичи из-под тебя валятся, просто ты встаешь, у тебя потечет вся задница, просто потный. Ну, в общем, первый раз это очень стрёмно, и нужно быть к этому готовым. Но вообще могу сказать, что если ты ездил много за рулем, объездил весь Бали за рулем, то это прям школа жизни водителя. Ты можешь приезжать к себе на родину, ехать по встречке боком и не открывая глаза, еще жонглируя там апельсинами при этом за рулем. Потому что после того, как ты покатался на Бали за рулем, тебе все по барабану. Бали, к сожалению, всегда был и в последнее время особенно таким является большим магнитом для мошенников. Вот не так давно было несколько скандалов с визовыми какими-то фейковыми центрами. Причем забавно, что одна была большая визовая контора, которая была именитая, с офисом в Джакарте, и они там жестко кидали людей. А мы об этом, кстати, в нашем телеграм-канале тоже делаем посты всякие информационные, ну и делимся всей информацией у нас в телеге, за крепостом вся полезная информация. Ну и просто новости мы скидываем. Такие вещи тоже частенько мониторим. На самом деле, вообще огромное количество мошенничества было, есть и будет в туристических районах, особенно, да, это везде, в любом тургороде будет такая движуха. Очень распространены мошенники вот с жильем. Вот эти фейковые риэлторы, агенты, которые помогают искать жилье. Либо ты в Фейсбуке особенно очень часто тебя там могут обмануть. Вот, кстати, подборку видов мошенничества мы делали недавно. Постил на канале видео про то, как обманывают на Бали. Посмотрите, я думаю, это будет очень полезно. Нас, кстати, ограбили. Нашу виллу ограбили в Чингу один раз. И мы подробно там про все это рассказывали уже неоднократно. Кому интересно, подробности советую посмотреть, чтобы обезопасить себя. Там полезные советы. А вот один из самых страшных минусов острова. Да, огромная проблема с мусором существует на Бали. И вот, кстати, вот это побережье, Кута, Лигиан, Семеньяк, оно так расположено, что даже когда их хорошо чистят в определенное время года с определенным течением и ветром, с районов Явы, которые населены там вот, ну, таким простым, скажем, простым населением, не из мегаполиса, там бедное население, оно вот жутко сорит, и оттуда прилетают тонны, просто тонны пластика, мусора. Да, к сожалению, об этой стороне райского острова Бали говорят далеко не все, предпочитая обходить эту тему стороной и показывать красивые фоточки в Инстаграме. Местное население также вносит свой значительный вклад в эту историю. Причиной всему полное отсутствие экологического сознания и недостаток внимания со стороны властей к этой проблеме.
оставляют или бросают мусор вокруг себя, который просто становится частью окружающей среды. Никого это не волнует, никто на это вообще не обращает внимания. И в этом большая проблема. Аю, у меня к тебе очень важный вопрос насчет мусора. Просто ужасная ситуация. Да. Что происходит вообще? Ну, как я могу узнать, подчеркиваю, это мое мнение личное. Когда мы начинаем учиться в школе, наши учителя не говорят нам об этом, вообще не рассказывают нам про мусор. Вот в чем проблема. Начиная с детства, когда мы очень молоды, ни наши родители, ни кто-либо в школе не дает нам нормальное образование экологическое. Вот почему ты видишь местных, которые просто выбрасывают мусор где хотят. И даже когда люди проводят церемонии, они просто оставляют все как есть. Вообще не думают, что с этим будет. Просто недостаточно образования в этом вопросе. Прямо возле мусорки все устелено мусором, и вообще тут нет этих служб, которые убирают, как привыкли в наших странах. Возле каждого заведения, магазинчика или кафешки чисто. Вот, подметает чувак. Но если только вдруг квадратный метр какой-нибудь ничьей территории, сразу же вот то, что я показал. Бульдозерами, чтобы вы понимали, бульдозерами их чистят. Вот сейчас мы на одном из самых главных пляжей Букита Dreamland. Это один из наших любимых пляжей. И вот мы подходим к пляжу. Пляж вон там. Канал, который впадает в Dreamland, или по течению видно, что наоборот сюда идет из моря. Короче, в любом случае, вот тут такая мусоросборка какая-то. Вот они там метут, они как бы не любят, когда листья на дороге лежат, но чтобы все чистенько было во дворе, на дороге. А тут буквально внизу. А то, что тут валяется гигантское количество пластика, всем просто нет дела. Пластика, и просто я начал считать, потом сбился уже на 30-м тапке. Биркинстоки тоже там были. Игрушки детские игрушки, бутылки, пенопласт. Круто, они же тут такие очень набожные, там все подношения у них на каждое явление есть там по 3 духа, они всем преподносят эти подношения, но вот если бы вот все вот эти верующие, у них настоятели, если бы вот они через религию прививали еще экологическое сознание, если бы им рассказывали, что вот бросил бумажку, дух тебя накажет, то через месяц Бали был бы чистый. Однако существует большое количество волонтерных движух всяких, их организовывают в основном иностранцы, местные тоже собираются в большие группы, в кучу людей и занимаются уборкой озер, рек, там вычищают, закупают какие-то оборудования, какие-то сетки с поплавками, вылавливают вот этот весь мусор, как только что был вот в реке показан. И в принципе кто-то что-то делает, но каждый должен делать что-то, что может. Мы лично делаем то же, что можем, мы разделяем мусор и отдаем его уже разделенным на переработку. Мы сепарируем мусор, разделяем его на пластик, бумагу. Это отдельная фирма занимается за отдельную плату. Мы сами за это платим, никому это не надо, кроме нас. Если мы хотим жить на нормальном чистом острове и адекватно быть благодарным просто за то, что он дает возможность нам тут быть, то, я думаю, это небольшая плата. Также у нас отдельная еще фирма занимается сбором органического мусора. В отдельные там ведра мы скидываем, они забирают. Вот. Потому что они из этого делают удобрения, какое-то там, ну, какие-то фермы разводят, как-то так. Смысл в том как раз-таки, что если каждый будет делать то, что ему по силам, но что-то делать хоть чуть-чуть, мир будет лучше. Сложно что-то менять и биться в стену, когда 90% людей наплевать на что-то, а какие-то там жалкие 10% должны что-то за всех все решать. Поэтому давайте все вместе будем думать о месте, где мы живем, вообще о планете, не только об острове Бали, а вообще о всей планете. И более осознанно подходить к своим отходам. Одним из самых главных плюсов острова Бали, Азии в целом, Юго-Восточной Азии в целом, для нас лично, потому что мы сюда переезжали
после, как я и сказал, после 4 лет жизни Таиланда, но у нас еще был такой период небольшой, мы возвращались на родину в Беларусь и там переезжали в Польшу, когда дети только родились, пока были маленькие. Какое-то время мы там около года жили в Польше, у нас документы европейские и вот эти все дела. Короче, сравнивая с Европой, на Бали просто нереально намного круче, дешевле жить. И понятно, скажут, ну, типа, очевидные вещи, ты сравниваешь Азию и Европу, но что я имею в виду, вот конкретно о чем я говорю? В Европе невозможно подкрутить уровень жизни. Допустим, если там стоимость жилья, вот даже сейчас особенно, мы до переезда уезжали, Польша была дешевле намного, сейчас Польша вообще нереально подорожала. И, допустим, снимать жилье, если там стоит 1500 евро, то ты ниже не найдешь жилье. Особенно если у тебя семья, 2 детей, тебя даже в однушку могут не заселить. На Бали ты можешь найти просто жилье за $600-700 долларов. И это будет просто балийский дом, это не будет вилла, это не будет это вау, contemporary, super modern, вот эти instagrammable, но это будет классный дом, где жила балийская семья, он жилой, нормальный, классный дом, просто это будет простой, он будет более простой, там будут кондиционеры, все необходимое будет, и с ценой можно вот так играть. Ты можешь подкрутить. Продукты питания тоже. Если вдруг там что-то с доходом или там вдруг как потом просело, ты можешь просто какое-то время питаться в более дешевых варунгах, не ходить по кафешкам и так далее. Затраты на передвижение тоже, там, заправлять мотобайк, который ты арендуешь или вообще купил, как у нас вот свой автомобиль на Бали, мопед, и когда это все твое, там заправлять, ездить на мопеде, это тоже все намного дешевле. Машину тоже купили примерно чуть меньше года назад. 7-местная Daihatsu, копия Toyota Avanza, там она на одном заводе собирается. Ну, это, по сути, такой простой лайтовый поджопник, большой, удобно возить семью, дети там спят на заднем сидении. Такая машина стоит $12 000. Не помню, сколько там в наших странах, много, мало. Ну, за Daihatsu, наверное, может и много, но такие цены. Я не говорю, что это панацея. Нужно работать над тем, чтобы рос доход и улучшать свое благосостояние, там, да, ну, ситуацию. Но если мы говорим чисто технически, то это возможно. В Европе это невозможно. Хотя, опять же, мы говорим про Европу. Мы сами родом из Беларуси, но мы там с 2013 года не живем. Говорят, там цены тоже сейчас сумасшедшие выросли. В Украине у нас знакомая вот из Украины, говорят, тоже цены бешеные. Ну и там, блин, понятно, что война идет, там вообще дело уже не в цене. В России тоже у нас много вот знакомых ребят из России, которые давно уже там не живут, но общаются с родственниками, говорят, тоже там цены бешеные. Поэтому Азия в этом плане намного приятнее. Частый вопрос про Бали и в целом про тропические страны, как тут с живностью: змеи, крысы, мыши, гекконы, скорпионы. Да, действительно, этого много. Мы уже показывали в наших видео предыдущих, как нам в Сануре залезла большая змея, в Чингу к нам лазили маленькие змейки ядовитые, много крыс тут, да, если кто-то вообще прям по антисанитарии загоняется, то прям Бали вообще не для вас, потому что тут реально много везде крыс. С этим никто не борется, но проблема-то каких-то действительно больших проблем, реальных проблем не доставляет. Гекконов мы вообще любим, у нас сейчас на кухне живет большая семья туке из 4 огромных таких вот туке. Больше, чем моя ладонь. У них там бэбики постоянно рождаются, у них прям реально семья, и это очень классно. Они постоянно ловят комаров, мотыльков, мух. Привет, малыш. Это бэби туке, это не геккон. Это такой туке вырастет огромный. У нас тут малышочек растет такой. Такой красивый, хороший. Большое количество муравьев, кто-то их просто выметает, кто-то их там дихлофосит, кто-то там мелками прорисовывает. Там муравьев просто видов 100, может быть, разных. Нам это сильно дискомфорта не доставляет, и я бы это не выделял как в минус. Единственное, что нужно сказать про насекомых, и что действительно является минусом, это москиты и то, что они разносят. Они разносят лихорадку денге. Мы болели в денге в Таиланде 2 раза, Настя лежала в больнице, я дома, и нужно там переболеть, просто перележать, особых каких-то препаратов ничего не нужно, пить кокосы, пить много жидкости и лежать, и все.
Здесь тоже это есть, и это, да, действительно неприятно. Иногда деньги даже убивают. Не так давно здесь хоронили какого-то известного серфера, вот он на деньге умер. Однако в противовес могу сказать, что неужели в наших странах тоже нет проблем со всякими мелкими тварями? Вот у нас, например, клещи с энцефалитом. Здесь вот есть клещи, но энцефалита здесь нет, ничего про него не слышно. Но здесь есть москиты с денге, а у нас комары, допустим, не разносят. Не могу сказать, что я бы выделял для себя это как минус, но я знаю, что для многих людей это важно, поэтому обязательно нужно проговорить, конечно. Да, в дом могут заползти змеи, могут заползти скорпионы, много муравьев, везде постоянно много муравьев, вот это бесит. Но опять же, есть какие-то средства, кто-то просто выметает, кто-то промазывает там мелком, кто-то там брызгает всякими дихлофосами. Но на фоне тех плюсов, которые дает нам Бали, это по сути вообще мелкая такая неприятность. Ну, конечно, когда к нам заползла огромная змея, было такое себе ощущение. Ну, блин, чего, пришел чувак, закинул ее в корзину для белья и куда-то унес, отпустил. По сути, вот и все. И вот, кстати, недавно история Настина, она помогала очередным клиентам помогать искать жилье, нашли виллу, и уже когда на опыте ты понимаешь, как это все может быть. Иногда даже может быть не какое-то прямое мошенничество, а взаимодействие с местными, у которых контекст немного другой. И просто такая ситуация была, что практически договорились, там подписал человек уже договор, практически перевел деньги, и попросили мы, наших друзей съездить в местных балийцев посмотреть жилье, они приезжают, хотя по договору не было ни строек, ни рядом ничего, потому что стройки, это, кстати, большая вероятность, что могут быть какие-то проблемы, криминал и все, потому что на стройках работают гастарбайтеры из Явы, там более бедные районы и так далее. Вот нас, кстати, так скорее всего, обокрали. И вот человек приезжает, смотрит, а там прямо вот напротив стройка. Тебе в лицо говорят нет. Ну и таких историй много. Плюс мошенничество. Кстати, по поводу мошенничества, вот опять же в телеге постили пост. Недавно, какие-то дикие истории. Там что-то банда ломилась в виллу, люди уже купили, заплатили деньги. И просто вот не проверяя документы, на какой-то эйфории, еще вот, знаете, короче, такие вот истории, очень много всяких неприятных историй. Нужно ходить в проверенные места, нужно обращаться к проверенным людям, нужно понимать, с кем ты имеешь дело. Вот, и поэтому рекомендуем видео. Настя, кстати, еще делала про то, как искать жилье и избежать мошенничества, как себя обезопасить. Там тоже есть, такой список всяких действий, которые могут помочь вам обезопасить вас. Отдельное видео про поиск жилья тоже есть. Одним из главных плюсов острова Бали – это разнообразие районов. Что я имею в виду? Это в прямом смысле разнообразие атмосфер. Это такой калейдоскоп разных миров на одном острове, потому что так сложилось, что на Бали каждый район обладает своей уникальной атмосферой. Это не простая болтовня, это действительно так и есть. Вот давайте пробежимся быстро по районам, хотя у нас есть отдельный плейлист с подробным разбором почти всех районов. Неоднократно мы это рассматривали, но в контексте этого видео вот могу сказать, что Чингу, Чингу это такой супер движовый, самый модный, он перенасыщенный, перенаполненный район. Или не, мы же блогеры, инфлюенсеры, роскошная жизнь, в 25 уже на пенсии, виллы, яхты, бич-клабы, тачки, в балийский бамонт, вливаемся без раскачки. Он уже в последнее время превратился в филиал Патриков, потому что сюда приезжают, девчули с Патриков, искать мальчишечек таких, на феррарчиках, вот такие движухи там. Наша силиконовая долина Чингу, лучше увидеть самому, объяснить не смогу. Тут рулят стартаперы, наши иммигранты, тут уровень таланта равен размеру имплантов. На Бату-Балонге или Бату-Белинге, на доске или под ней, голый или в стрингах. На Бату-Белинге или Бату-Балонге, я король Чингу с пивасиком и в саронге. С фамилией на номерах гоняет элита, ставят на места местных, предъявляя кита. Это если в русскоязычном сегменте. В иностранном сегменте Чингу переполнен такими, знаете, свободными людьми, серферы, у них там тоже свое комьюнити. Это тоже два разных мира, там даже больше разных миров в одном районе живет. Но атмосфера такая. Чем крут Чингу? Мы любим этот район, но тем за то, что он перенасыщен вот этим
крутыми заведениями, вот эта атмосфера, всего концентрация. Бали, особенно если ты приезжаешь на короткий срок, тебе хочется почувствовать, то там вот это все, вот, знаете, вот в 3D максимально выпукло, ярко, ты это сразу же ощущаешь. И кто-то его ненавидит, очень часто вот видео про районы, видео про Чингу, люди там, кто-то пишет, вау, Чингу, one love, кто-то пишет, фу, Чингу, грязь вонючая, фу, ненавижу там эти одни продажные вот девочки и чуваки, которые их покупают. Вот ненавижу, не люблю вот эту атмосферу. Они там ругаются в комментариях, потому что на вкус и цвет товарища нет. И каждому нравится свое, но так или иначе Чингу — это одно из топовых крутых мест. Жить бы, возможно, я бы там не хотел, но ездить туда, отдыхать, да. Сейчас еще прикол в том, что Чингу разрастается, и там уже идет Переринан, еще за Переринаном районом туда вверх, не помню, если по карте смотреть, туда вверх вдоль побережья, то там развиваются похожие районы, то есть это как Чингу разрастается, а это как бы Чингу лет 10 назад, то есть там не так еще забито, там еще много полей, не такая плотная застройка и так далее. Но в Чингу в то же время гигантские пробки, просто нереально, шорткаты, вот эти дорожки между ними тоже перезабиты. Для хороших людей Бали добр и открыт. Чингу, Семеньяк, Убуд, Кута-Букит. Австралийским пенсионерам спасибо скажем. Сыпется песок и в Сануре песчаные пляжи. Если это брать Санур, где мы тоже с маленькими детьми жили, Санур — это чисто вообще не балийский район, он больше похож на Таиланд, там такая вот пляжная линия из каких-то отелей, дорожка, там пенсионеры гуляют, так медленно прогуливаются, даже океан не похож на океан, потому что там коса такая искусственная, насыпь, туда таких волн океанических не доходит. В Сануре есть серфинг, он там дальше, но если мы говорим прям вот про набережную, пляж Санур, то там нет таких огромных волн, на море спокойное больше, похоже иногда даже на озеро. Вот. И там тоже всякие представления, как в Таиланде по вечерам от отелей и так далее. То есть вот это, там совершенно полная противоположность Чингу. Улувату-Букит, такой Чингу здорового человека. То есть это тоже такой же классный серферский вайб, там меньше СНГшной движухи, там больше вот этих европейцев, таких casual, таких более, знаете, трушных серферов, которые живут там уже долго. Вот прикольная комьюнити, тоже как и в Чингу, много классных заведений. На Буките много классных пляжей для купания, покруче, чем в Чингу. В том же Чингу невозможно купаться. Кстати, тоже это причина ссор постоянно. Вот, Улувату, у него там своя атмосфера, и там еще он такой более сухой район, там какие-то более гористая такая местность, там отвесные скалы, то есть все по-другому. Потом ты едешь вообще куда-нибудь там на север в Амет, и это один из наших любимых районов, он находится у подножия вулкана Гунка, там тебя просто окутывает невероятная энергетика, ты просто как в каком-то приятном трансе, в приятной неге ты отдыхаешь, и там тоже галька уже, а не песок, и там другие местные, там другой вайб, другая атмосфера абсолютно и так далее. То есть можно вот так вот перечислять это и дальше. Семеньяк — это такой Чингу 50+, там условно 45+, не знаю, хотя мне самому скоро 45, вот, ну, не молодежный, но типа ближе к Чингу. Потом еще там ближе к аэропорту Кута — это такой чисто реднек район, бухать, картошка фри, вещи, красное лицо, сгореть, там, но там, тем не менее, на Куте очень крутой пляж, до пляжа дойдем. Короче, районы разные, и так вот мы жили, мы там несколько лет не выезжали с острова вообще, просто катаешься по району на район, потом переезжаешь. Ну и, конечно же, один из самых главных районов — это Убуд, где spiritual entertainment развит. Колеса кармы нас несут прямо в Убуд. Мы тут доску свои, знаем мы все тут. По духовному пути идти, надо знать, как нам прописано випассана. Духовности тут задана высокая планка. Дышим рапе, айаваска, полирну бентангом. Теперь я коуч и в парке веду семинары. Покупай мои курсы, живи лухари, без запары. Магнит для продавцов духовности. Это центр духовного интертеймента, развлечений. То есть индустрия развлечений, индустрия духовных вот этих плясок, свистоплясок. Там тебя айавасками, жабами тебя всякими там потыкают, тебя там раскроют чакры. Если не раскроются, то насильно там что-нибудь еще откроют. Зайдут до чакр, откроют там. Про это тоже отдельный фильм, как на Бали торгуют духовностью, мы и делали. Вот, чтобы быть в Убуде своим, чтобы вас замечали люди, чтобы быть человеком нормальным, то нужно вот, короче, сразу заходите в такой магазинчик, одеваетесь вот так, называете себя шаманом или повелителем энергетических каналов, вот,
и все. И вы свой, вы в тусовке. Вот я обычно как хожу, как обычный человек, так меня даже никто не замечает, потому что, ну, типа, как бы, где одежда? Ты кто ты? Что ты вообще? Что ты себя представляешь? Ты. А вот, все, сразу. А вот это одна из самых главных уникальных фишек острова, ребята. Посмотрите. В середине тропического острова находится вот такой оазис с прохладой, свежим воздухом, с лесами, которые практически визуально не отличишь от наших широт. Речь идет о самом центре острова, нескольких районах. Это Бидугул и Кинтамани. Это потрясающая возможность, если ты устал от жары на побережье. Ты всегда можешь просто взять автомобиль, мопед и буквально за полчаса оказаться в потрясающем прохладном месте с видом на шикарные озера, прохладой, подышать свежим воздухом, погулять с видом на вулкан. У подножья вулкана Батур можно прогуливаться, подниматься на рассвет. Вот это все потрясающее качество, которого ты не найдешь больше нигде. Я не знаю такого места, чтобы такие районы настолько разные, но все это один остров, и на всем этом острове живет одна культура местных, религия. И это потрясающе, как эта религия тоже вкрапляется в эти районы, ну и по-разному себя проявляет. Ну, это нужно видеть, чувствовать. То есть это туристам на месяц приехав даже ты не почувствуешь. Вот когда пожил какое-то время, это потрясающе. И это один из самых жирных плюсов. Очень многие, приехав первый раз на остров Бали, разочаровываются тем, что, оказывается, тут негде купаться. Но все же тут есть пару нормальных купабельных пляжей. И если вам хочется прочувствовать, о чем все-таки Бали, и заодно купабельного отдыха, то поехали. Пляж Кута и Лигиан нам очень нравится. Район сам по себе не очень нам заходит, не наш вайб, но пляж сам и океан просто супер. Тут очень долгий вход, до глубины идти очень долго, соответственно, это довольно безопасно для купания как взрослым, так и детям, ну, уже подросшим, конечно же. Тут очень мягкий вход, никаких камней, кораллов. Поэтому очень комфортно купаться, и серфить, кстати, здесь тоже очень комфортно. Это такой считается тренировочным спотом, тренировочным местом для начала освоения серфинга. Еще тут очень классная сама по себе пляжная полоса, она очень широкая. Тут очень много кафешек, лежаков, тут классно бегать детям. Мы, когда приезжаем с детьми, им всегда очень нравится. И тут еще огромный плюс – это то, что здесь есть деревья, здесь можно найти тень. Такое не на каждом пляже. Например, в Чангу совершенно нигде нет тени, и там мы с Димой очень сложно нам было купаться, там большие волны. Ну и взрослым, и с детьми, без детей в Чангу купаться не очень, там серфить больше. Да, вот тут люди лежат, загорают в Чангу, но это, наверное, не то, о чем мечтают люди, когда едут, отправляются на пляжный отдых, чтобы это прям вот лазурное моречко, вот это такая мальдивская картиночка. Очень часто купаться на пляжах с большими волнами нельзя, вот тупо из-за погодных условий, вот как на этом флажке сейчас указано, что плавать запрещено, потому что сильное течение, внутреннее течение, которое уносит, я не помню, как они там называются, вот, которое уносит туда-обратно. Ты плывешь к берегу, они тебя засасывают туда-обратно. Подводное течение. И вот эта вся история с серферскими пляжами, что пляжный отдых это здесь такая очень мифическая штука. Здесь буквально на Бали пару пляжей, пару мест, где можно круто, по-настоящему релаксово и чилово отдыхать. Если мы говорим про пляжный отдых на Бали, то это вот Кута, который мы показали, более либо менее, хотя там в принципе все равно серферский пляж. Вот весь район Санур,
Он такой пенсионно-детский, семейный. Вот здесь вот нет волн, хотя серфинг там дальше есть. Однако вот здесь это про пляжный отдых. И еще район Нуса-Дуа. Там, где ряд элитных отелей, таких уже более дорогого сегмента, и там очень классные пляжи купабельные. Помимо этого еще парочка разбросанных хаотично по острову пляжей, которые пригодны к такому купабельному отдыху. Поэтому многие говорят, и это правда, мы поддерживаем это мнение, что если вам хочется пляжного отдыха, или у вас там какой-то короткий трип, путешествие короткое, и вам хочется почилить на пляже, то, конечно, лучше ехать за этими делами в Таиланд. Бали немножко про другое, здесь не про пляжный отдых. Так про что же Бали? Про что он? Вот я могу сказать, для меня лично, как я это понимаю, Бали это про энергетику и эстетику, а также про местный локальный колорит, который фундаментируется, конечно же, в первую очередь на мировоззрениях местных жителей и религии, религиозных традициях. Там действительно чувствуешь себя более движово. После Таиланда, когда мы первый раз приехали просто познакомиться с Бали в 2016 году, мы прям почувствовали, когда на Бали такой более гедонизм, ты такой больше вот отдыхаешь, чил-чил, такой сабай-сабай, то здесь тебе хочется мопед, бежать куда-то, ехать, подниматься на рассвет, встречать на вулканы, ехать по водопадам, куда-то что-то отправляться там, не знаю, на север, ехать смотреть на дельфинов. Все вот это хочется тебе делать на Бали, и тут просто прокатиться там 1,5 часа на мопеде, чтобы посерфить, это окей, то для Таиланда это уже типа в смысле? Там я 10 минут на мопеде ехать куда-то уже далеко. Настолько вот привыкаешь, особенно на маленьких островах, как Панган, Самуи. Вот, где мы жили, мы 2 года на Самуи, год на Пангане прожили, вот там совсем вот по-другому. Вот и энергетика тебя там как будто бы распирает, и хочется творить, и что-то хочется больше делать. Да, залипаешь тоже из-за тропического этой жары, но тем не менее, вот энергетика, она там присутствует, но там действительно ты ее можешь почувствовать, это вот правда так. Эстетика, это невероятный, топовый, топейший уровень инфраструктуры. Мне кажется, во всем мире ты не найдешь такое скопление крутых заведений, модных магазинов, стиля. Люди приезжают, дизайнеры открывают магазины, украшения, одежда. Все мега на высоте. Ты сидишь в этих заведениях, просто поверить не можешь, что вот, ну, он такие супер светлый, супер contemporary, супер, я уже как Zoe Fashion, да, ну, такой fabric, очень-очень affordable, you know. Короче, ну ты реально сидишь в этих заведениях, у тебя просто глаз вытекает от эстетики, от красоты, ну ты просто сидишь в экстазе, вот ты прямо кожей чувствуешь вот этот разрыв, вот, и плюс, возвращаясь к теме дороговизны жизни, ты в этих кафешках платишь, ну капец, там, ну смешные деньги. Мы на Бали на 4 накрываем стол, это всем детям по тарелке еды, нам по тарелке взрослым еды, какая-то закуска еще по смузи всем, плюс какой-то кокос попить, то в Польше на фудкорте это просто 2 тарелки в картонных, 2 рамена, и то не хватит. Ну, вот такая вот ситуация, да. Там люди какие, боже, там все красивые. Ну, конечно, да, там вся эта движуха, вот это а-ля Патрики, тарелочницы, конечно, они все там вот, ну, короче. Вот эти околодуховная движуха, которые такие, типа, все там в Убуде, они такие там на экстатик танцах, все маслом выслеженные, такие друг друга, потом там идут, там оргии, все это, конечно же, есть прямо там вот у всех на виду, они там все занимаются совокуплением с энергетическим духом острова прямо во время экстатик танцев, все это, блин, есть, как бы, окей, кому нравится, нравится, кому не нравится, не нравится, в общем, нет плохого, нет хорошего, есть что-то нейтральное, эти уже оценки мы сами даем. Я просто рассказываю, приплетаю немножко юмора, да, но как бы особо негатива в это не вкладываю, поэтому не воспринимайте. Ну и, конечно же, локальная история. Это местная, это потрясающая вот эта культура, религия. Про религию я делал большой документальный фильм, 3 года снимал, копил материал. Была у меня мечта сделать подобие документального фильма. Ну, я, конечно же, не режиссер, получилось как получилось.
Но очень много крутых кадров, много всяких необычных ритуалов им мы сняли, которые проходят раз в 35 лет, раз в 50 лет. Представляете, вот такие, они там копят миллиард рупий, чтобы все деревни... Ну, в общем, все про религию мы сняли в документалке. Индийский хинду и балийский хинду разные. Наши церемонии отличаются, как мы молимся отличаются. Но имена главных богов очень похожи и даже те же самые. Однако у нас есть и свои уникальные боги, типа Рандон, Баронг. Это только наша тема. Я думаю, что в Индии такого нету, только на Бали. Невозможно об этом не говорить. Хочется еще один прям снимать фильм. Хотя к религии вообще в целом, как к явлению, у меня очень скептическое отношение. Я больше верю в то, что мы есть все есть мы, и вся Вселенная соткана из нитей Бога, включая нас и все наше окружение. Все это просто большое, огромное сознание, которое себя осознает само. Мы просто как проявление, как вот волны на океане. Но я не против религии. Кому что нужно, все проживают тот опыт, который им нужно прожить. Кто я такой, чтобы кого-то вообще в чем-то осуждать или винить, или, не дай бог, там еще кому-то, как-то кого-то что-то поучать. Но увидеть это, посмотреть это тоже нужно. И вот как мы в этом документалке рассказывал, что там это все тоже соткано из разных слоев энергии, светлое и темное, у них же там куча демонов, поэтому все это вот приправлено, вот это весь Бали, вот все то, что мы вот здесь рассказываем, плюс и минус, это все приправлено этой эстетикой, это потрясающе, это нужно видеть 100%. Есть еще один большой недостаток у Бали, который прям реально весомый, значительный, и он даже может влиять негативно на здоровье. Это плесень. От большой сырости, от климата здесь в домах растет, просто копится плесень, и с этим практически невозможно бороться. Когда мы жили в Тае, мы этого не очень много встречали, это было в сезон дождей, как-то именно там во время того, как ты сушишь вещи, они не просыхали, могли какие-то попадаться такие поросль маленькая, но здесь прям в домах, в шкафах, на одежде, прям прожирает потолки, пол. Мы делали обзор нашей виллы, вот можете посмотреть по ссылке в описании. Там мы рассказывали и показывали в деталях проблему, которая нас накрыла в этом жилье. Там прям был мох в шкафах, вот в кухне, и мы не знали, что с этим делать. Вот такой шок-контент. Просто чтобы вы понимали, да, что может тут быть. Видно, что, например, вот этот, да, покрыт каким-то лаком, выживает. А вот эти палочки для счета, посмотрите, что с ними творится. Вот. Смотрите, деревянная палочка. Это вот все это плесень. Открываем плей-доу детский, и там внутри прям мох, сколько плесени. Сейчас подсохло, дождей нет, и практически проблема на 95% ушла. Одна комната у нас не юзабельная, мы не можем там пользоваться ей, потому что там все до сих пор как в склепе. Вся остальная вилла более-менее нормально, на кухне пропал запах вот этого всего сырости, на всяких деревянных предметах перестал расти мох, то есть это нормально, сейчас нормально, но была очень большая проблема. И самое главное, что бывают разные виды плесени, и есть токсичная плесень, которая вызывает кашель, попадает, прям проникает в организм, ее практически невозможно вывести. И у многих знакомых дети тоже кашляют, и вот за этим нужно следить. То есть, когда выбираете виллу, нужно смотреть изначально, чтобы было максимально свежее жилье. Хотя говорят, что так или иначе, в той или иной степени плесень на Бали во всех домах все равно будет. Вопрос времени. В последнее время на Бали проходит такое ужесточение режима для туристов и для лонстейеров, для тех, кто долго живет в особенности. На самом деле эти процессы идут всегда, ужесточения были всегда, облавы были всегда. Дело в том, что огромное количество недобросовестных людей приезжает, делают себе самую дешевую простую визу и работают без разрешения. Просто делают ногти, брови, делают массажи, дают уроки йоги, там вокала, рисования, я не знаю, там занимаются спортом, кто-то учит плавать. Все, что умеют люди, они привозят и начинают этим пытаться заработать. Я никого не осуждаю, я просто называю факты. У людей очень часто нет рабочей визы, разрешения, они это делают. Конечно же, за это очень строгое наказание. Депортации, могут там в черный блэк-лист тебя внести на 5 лет. Сделать рабочие визы можно, сделать рабочие... Вот сейчас, кстати, одна из самых популярнейших виз, E33G. Вообще за все это время, за все вот эти годы, сколько ведем
создаем вот этот YouTube-канал. По нашей рекомендации более 500 человек сделали визы в надежном агентстве. Это, кстати, чтобы не попасть на тех мошенников, мы всегда рекомендуем, это наши друзья. То есть я непосредственно общаюсь, ну, это друзья семьи, мы с семьями встречаемся, дружим периодически. И мы там все 4 года делали у них все свои документы, и всех своих друзей, приятелей, родных, родственников и всех наших дорогих подписчиков, зрителей отправляем к ним, потому что, ну, за них я отвечаю сам, собственно, вот лично, если что, мне люди пишут. Тут просто нет каких-то страхов, сомнений, ты можешь перевести деньги, особенно когда ты делаешь большие вот эти визы на всю семью, то там большая сумма, ты переводишь и не боишься. Если что, пишите мне в личку, вот я вам подтвержу. Мне так люди, кстати, да, часто просто писали: Дима, а там что, точно все в порядке? Да, точно все в порядке, это наши друзья, и смело от всей души рекомендуем, контакты в описании, в закреп-посте в Телеграме. И, кстати, скидка по промокоду «Приют», вы получаете скидку на эти большие жирные визы. Почему нет? Можете не называть промокод, не будет скидки. А можете пойти найти себе любое другое агентство. Мы просто говорим, что есть такая возможность. Вы можете не пользоваться, можете пользоваться, принимайте решения сами. Так вот, люди часто не делают правильные визы, открывают какие-то бизнесы даже, вкладывают деньги, и потом, можно поплатиться депортацией, конфискацией и так далее. Иногда может даже и тюремный срок. И да, на Бали очень часто, возвращаясь к теме мошенничества, вот мутятся какие-то штуки, особенно в таких серьезных сферах, как недвижимость. Были большие скандалы, такой есть застройщик Домогацкий, прогремел сейчас на все постсоветское пространство русскоязычное. Кто понимает русский язык, да, будем так говорить, то сейчас с этим языком тоже всем все не так, что все не так скажешь. Короче, очень много всяких неприятных историй. Потом история с Park U, тоже владелец был, он говорил по-русски, но он вроде бы из Латвии или откуда-то вот из Европы. Вот. У него тоже был большой бизнес, большие застройки инвестиционные, там вот эти апартаменты продавались, потом что-то какие-то аресты, депортации, кто-то куда-то поуезжал, кто-то что-то забрал. В общем, там все страшно с этим. Я бы вообще в это, не лез. И если нужен контакт надежного, кстати, застройщика, что там, если у вас там по инвестициям какими-то есть вопросы, то я уже даже перестал это публично делиться этим контактом. Пишите в личку, я вам в личку напишу, как можно связаться с надежными тоже наши друзья, которые занимаются этим, потому что страшно в это даже лезть. И сейчас вводится еще больше и больше ограничений, большие чистки за нелегальную работу, за все. Уже могут штраф или депортацию там за то, что ты работаешь UGC, даже что-то по бартеру, там ходишь, делаешь какую-то там прическу, ногти, или ты в кафешку, или массаж, там по бартеру, вот это все. Даже рекламный пост считается, даже если ты за это не получал деньги. То есть вот такая история, потому что всех, видимо, эта тема достала. Это неприятное ужесточение, потому что страшно просто в кафе сидеть и делать фотку себе в Инстаграм, потому что до абсурда доходит. Но такие вот реальности, надеюсь, что все устаканится, немножечко все успокоится. Но вот дела обстоят так. Еще плюс это все на волне с тем, что с теми вот историями про недвижимость, еще тут были криминальные разборки, тоже из постсоветского пространства, криминальные там движухи разбирались с другими криминальными движухами, все дошло до расчлененки на пляже. Я про это здесь не буду подробно рассказывать, это даже в телеге не постим, потому что это грязь, это, дичь вообще, вот. И там был у многих шок, люди, которые по 20 лет жили на Бали, там и звезды, и постсоветского пространства, там все в шоке, там, все это форсили, все это репостили, там люди пособирались, поезжали, потому что страшно, уже дошло до мяса, понимаете? Вот такие вот обороты набирает эта хайповость и гиперпопулярность острова Бали. Хочу выделить огромный такой жирный минус. Это, как мы с Димой назвали, синдром южан. А смысл в том, что мы с ними совершенно разные. Нашему человеку из постсоветского пространства или северянам вообще в целом, я думаю, что, будем так говорить, очень обширно, северянам очень сложно, потому что мы вообще такие, там у нас слишком продуманская такая структура мышления, мы там что-то вымутить, что-то быстро, очень оперативно. У них вот эта многозадачность вообще отсутствует. Вот, например, мы в кафе сидим, и если вам нужно, не дай бог, вообще взбрела в голову мысль кастомизировать заказ, блюдо из меню, то есть попросить, допустим, у вас аллергия на сыр, или мы не едим сыр, мы говорим, положите нам, пожалуйста, вместо сыра чуть больше авокадо, или просто ничего не кладите. У них все, они, для них это сложно. Они все очень, я бы сказала, чересчур расслабленные,
не обязательные, не пунктуальные. Тут на Бали даже существует такое понятие, как Бали тайм. И когда вы сюда приедете, то вы обязательно с этим столкнетесь, потому что тут не живут по общему какому-то признанному, утвержденному времени, тут живут по балийскому времени. Если, например, вы договорились, что к вам приедет человек почистить бассейн или помочь с кондиционером, и вы договорились на 10 часов утра, скорее всего, он приедет либо к 11, либо к 12, а может вообще не приехать. Или если мы вдвоем заказываем разные напитки, допустим, мы заказываем один напиток, но с разными опциями. К примеру, 2 матча-латте. Мне, пожалуйста, с миндальным молоком и очень горячий, а мне с обычным молоком и более крепкий. Это 99% вам принесут что-то не то. То же самое в связи с персоналом, если вы с кем-то договариваетесь о помощи, будь то домработница или няня. То, что вы с ней договариваетесь о какой-то работе, это совершенно не значит, что она будет ее выполнять, и будет приходить вовремя и вообще появится на следующий день, чего уж таить. У нас был такой опыт, когда люди просто не выходили на работу, и они совершенно об этом не сообщали. У них это не принято. Им это, наверное, слишком сложно, тяжело, они просто пропадают. Вот знаете, как раньше у подростков было понятие «динамо». Они просто динамят, и они тебя даже могут заблокировать. Тут мы рассказывали, там в Телеграм-канале, везде тут основной мессенджер – это WhatsApp. Они тебя даже просто блокируют, ты даже с ними связаться не можешь. Ой, вот к моменту монтажа этого видео вот произошла у нас просто потрясающая история, которой вот просто очень хочется поделиться, потому что эта история отображает все отношение местных людей вообще к белым, ну и в принципе к общепринятым нормам общения. Ой, в этой истории даже 2 истории заключены, что неделю назад у нас уволилась без предупреждения абсолютно наша домработница. То есть как это происходит у них? Они просто пишут или звонят, в лучшем случае пишут или звонят, говорят, что ой, сори, типа завтра не выйду, я нашла новую работу. Ну, окей, как бы здесь все без обязательств, никаких контрактов, договоров, плюс то, что есть наемная рабочая сила за адекватные деньги, ну и издержки вот этих всех моментов, что они могут просто вас кинуть и пропасть бесследно, в лучшем случае написав или позвонив. Вот, мы сейчас начали искать нового помощника. Настя дала клич в определенную группу. Здесь есть группы, где там аккумулируются все люди, которые хотят, ищут работу подобную. И, как обычно, сразу в WhatsApp пишет много желающих. Настя с ними как-то общается. Выбрав кого-то, договорилась сегодня на утро встретиться. Ну что, она не пришла сегодня? Она просто не появилась. Мы с ней договорились. Почему я могу поставить будильник, если я договорилась с человеком проснуться, открыть дверь, встретить, помочь найти мою виллу? Она даже не предупредила. Ничего же не стоит просто одно единственное сообщение написать, чтобы я ее не ждала. Извините, я не приеду, у меня какие-то дела, я не могу из-за дождя или еще что-то такое. Но нет, просто ни одного сообщения. Это иногда очень злит, конечно же, в моменте, но просто мы стараемся всегда думать, вспоминать о том, что мы разные, и ментальность разная, и в разных условиях выросли. Южане все такие. К нам пишут там люди из Испании. Да здесь такие же сиестчики, тоже там сиеста. В Италии, в Испании, в Португалии. Греки там вообще тоже, не работают по полдня. То есть это нормальная тема для южан в принципе. В Таиланде мы жили, было один в один вот такая же тема. Так что договоренности здесь это не договоренности. Понятия пунктуальности тут нет. И они это не делают не потому, что они плохие, а просто потому, что по-другому работает мозг. И это нормально. В любом случае, лучше вести себя супер тактично и вежливо, не выходить на какие-то повышенные тона и не вызывать конфликтов, потому что в любом случае здесь, как у нас в странах, это не работает. Вы все равно ничего не добьетесь, скорее всего, вам просто откажут, кинут, проигнорируют, и чего еще похуже может быть. В этом видео еще очень важно сказать о чем-то неосязаемом, не о каких-то конкретных плюсах и минусах, а об ощущении жизни, об ощущении легкости жизни в Азии, конкретно в Бали. Вообще это можно применить ко всей Юго-Восточной Азии. Вот в Таиланде тоже самая похожая история, мы об этом говорим много. Вот у меня, кстати, даже в инсте позалетали рилсы, потому что очень многим людям откликается та тема, что в наших широтах, в постсоветском пространстве, даже вот в Польше мы живем,
Люди очень часто серьезные просто ради того, чтобы быть серьезным. То есть серьезность ради серьезности, она очень часто не обоснована. Люди начинают придумывать вот это обоснование, что это климат, там, готовься, а не летом, и это нельзя отменять тоже. Я не говорю, что этого нет. Это тоже. Но люди так уже себя машинально, вот механически, инерционно так загнали вот в какую-то вот в такую серьезную жизнь, что очень часто у людей есть все, ну или много, ну или, скажем так, достаточно. Но люди всегда стремятся к чему-то большему уже по инерции, и они недовольны тем, что есть. Жизнь сложна, то есть жить просто нельзя. Нужно вот так вот серьезно напрячься и вот это вот тянуть лямку бытия, вот как бы вот превозмогая. Жить нужно вот так вот на вот этих, знаете, вот как этот самый там боец раненый, которого почти разорвало, он там на этих культяпках, оборвышах там куда-то ползет. И вот такая жизнь, вот так представляется жизнь вот в наших широтах, в Европе во многом тоже. Южные европейцы, южные азиаты, у южан все по-другому. Почему вот в Испании очень многих бесит это сиеста тоже, и в Таиланде вот этот принцип жизни санук сабай суай, там у них все сабай-сабай. На Бали, Бали тайм, вот тоже они не спешат, нет пунктуальности, все расслаблено, ощущение жизни. Вот ты когда переезжаешь туда, сразу выдыхаешь. Все люди, которым нравится ездить отдыхать в Азию на зимовку, они все подтверждают это. У всех примерно одно и то же чувство. Ты просто выдыхаешь, как будто бы с твоих плеч тяжелые кольчуга, вот это доспехи, броня для того, чтобы жить, вот, защищаться от всего мира, вот как будто бы снимаешь, как будто бы женщина, вот этот тяжело затянутый корсет, который сжимает ребра, что даже дышать невозможно, как будто этот корсет снимают, и все начинают дышать, набирают полные легкие воздуха. И многие вещи становятся проще, потому что без каких-либо даже объяснений. Ну, объяснения можно найти, но мы сейчас не об этом, мы сейчас говорим просто про ощущения. Конечно, противники данной теории начинают прибегать: о, ты там с деньгами приехал в эту Азию, там вот попробуй поживи. Дело не в деньгах в первую очередь, это тоже важно, абсолютно, но мы много раз видели, как люди, которые просто практически бедные, нищие люди и в Таиланде, и в Азии, они счастливы просто потому, что вот проживают эту жизнь. Дело не в том, что нужно смириться с какой-то там плохим положением, с бедностью и жить. Нет, дело не в этом. Дело в том, что пока ты куда-то там собираешься, там достичь чего-то, надо не забывать, что жизненно прямо сегодня тоже. Не тоже, а что жизненно прямо сегодня, только сегодня. Вот это наша тема, что мы сейчас вот поживем, а потом будем, сейчас вот поработаем, накопим, а потом вот как заживем, а потом все, только смерть, гроб потом, вот. А жизнь сейчас, вот прямо сейчас, в моменте. И в Азии, на Бали в частности, ты прекрасно ощущаешь этот момент. В эпицентре собственной жизни. Ты живешь жизнь сегодня, сейчас, сиюсекундно. И это потрясающее ощущение. Друзья, если вы собираетесь отдохнуть на Бали, либо переехать на Бали на более продолжительный срок, и вы нуждаетесь в информации, в лайфхаках, в советах, вы хотите быть более уверенными, вы можете записаться ко мне на личную консультацию, мы с вами созвонимся. Встреча наша будет длиться около часа или полтора. Я дам вам абсолютно всю информацию, вас интересующую, отвечу на все ваши запросы. Консультации я готовлюсь очень педантично и ответственно. Я исследую именно ваш запрос и высылаю после нашей встречи подробный гайд в PDF. Я, как мама двоих детей, которые практически родились и всю свою жизнь прожили на Бали, могу вам дать огромный пласт полезной информации, успокоить вас, предостеречь от чего-то. И таким образом вы максимально будете готовы к поездке на Бали. Еще нет ни одного недовольного клиента. Ссылка на всю информацию подробную, на отзывы довольных клиентов, также на мой контакт будет в описании. На Бали нет общественного транспорта. На самом деле есть. Чуть позже. Как многие знают, во многих азиатских странах есть подобие общественного транспорта, который за копейки готов перевести вас в пункт А в пункт Б.
Всякие тук-туки, рикши, Сангтео и так далее. В Камбодже, Вьетнаме, Таиланде все это есть. Но на Бали ничего подобного не существует. Тут нет автобусов, троллейбусов, трамваев. Да, стоишь с утра, так хочется прокатиться на троллейбусе. Постоять на заледенелой остановке на Морозной, покурить и потом забежать в автобус и выдохнуть. Добивает бычок. Потом забегает в автобус, за ними дверь, и он такой стоит тебе в лицо, а там все как шпроты. Да, это наши любимые пассажиры. Это полные пассажиры. Получается, двигаться здесь можно только при помощи пары вариантов. Это арендованный транспорт, мопед или автомобиль. Либо это будет такси или мототакси. Кстати, если собираетесь брать такси, то ни в коем случае не берите его от бордюра. Вот эти чувачки, Bluebird такси, вот с фишечками, шашечками стоят. К ним лучше в машину не садиться, потому что они сразу состригут, сбреют, сразу срубят баблица. Причем мафия, таксистская мафия, она везде одна и та же. Для заказа такси или мототакси есть шикарнейшее решение, которое просто закрывает все ваши вопросы по транспорту. Это приложение просто находка и спасение для всех тех, кто не водит мопеды, и тех, кто не хочет осваивать мопед, у кого нет времени, желания или по каким-то другим причинам. Это приложение называется GoJack, и без него на Бали жизнь будет очень-очень затруднена. Доставка еды, грузоперевозки, отправка каких-то там важных документов, вот это налаженная курьерская служба, даже паспорта передают агентству, с которым мы сотрудничаем, где мы делаем документы. Все очень просто. Открываете, заказываете мопед, вбиваете локацию и смотрите, по району передвижение на мототакси стоит просто сущие копейки. 9 тысяч местных рублей. Это $2/3. По району больше доллара вообще не бывает. Подальше, то да, там возможно что-то накапает, каких-то пару баксов. То же самое с автомобилем. Посмотрите. Я заказываю такси из Санура в аэропорт. Мне показывает 100 тысяч, $6,5. Офигенный прайс, и вам нафиг не нужны эти бордюрщики. Также тут доставка еды, очень крутой сервис. Мы постоянно тут заказываем еду себе домой. Есть почти все рестораны, любая кухня, все, что хочешь. За доставку тоже $1-1.5 максимум. Также тут можно заказать грузоперевозку с района на район при переезде. Это просто бомбическая тема. Короче, GoJack скачиваем, пользуемся, без этого вообще никуда. И да, кстати, видите, какие сущие копейки стоит вся эта услуга, поэтому не скупитесь ребятам на чай по каких-нибудь там 5-10 тысяч, кто сколько может. Для них это огромные деньги. Хотя поговаривают, что для местных есть какой-то общественный транспорт, но я его никогда в глаза не видел, как он работает, не знаю. Мне кажется, что это прям совсем для местных. И тут даже изредка можно встретить вот такие остановки. Я не припомню, чтобы экспаты или туристы пользовались им. Если вы знаете, для чего эти остановки и какие автобусы здесь останавливаются, напишите в комментариях, чтобы мы тоже знали. Короче, я уже сам разобрался. Есть, оказывается, на Бали автобусы, общественный транспорт. И представьте, у меня разорвало мозг от того, что это крутанские автобусы. Опять же, мы часто упоминаем, что мы жили в Таиланде, и там городские автобусы в Бангкоке, хотя Бангкок очень крутой и развитый город, но там прям бомжатники на колесах. А здесь у меня был шок. Смотрите. Я уже сам не поехал искать, но загуглил, нашел в ютубчике видос на чужом канале. Там человек прокатился на этом автобусе, показывает, как они выглядят внутри. Немного почитал местные форумы, и, сетка общественного транспорта здесь расширяется постоянно. Но, если честно, у меня был реально культурный шок от того, какие крутые тут автобусы. Ребят, у нас нет никакой команды видеопродакшена, все снимаю и монтирую. Я один, мне помогает Настя, это вся моя команда. И мы от всей души благодарим всех, кто поддерживает нас лайками и пишет в комментариях. Это действительно очень важно для нас и очень помогает. Спасибо. Один из главных минусов Бали – это постоянная жара и духота. Я знаю много людей, которые, в принципе, жалуются на то, что жарко, душно, и им не подходит этот климат. Время для приятных прогулок на Бали – это только утро, до часов, вот сейчас уже 10 начинается жара, примерно до 10 вот максимум, с 10 уже пойдет жарко. Ну и вечером после захода солнца тоже очень приятно прогуливаться, ездить на мопедах. Днем даже
в северных районах, в центральных районах все равно очень-очень жарко. Да, действительно, в Убуде всегда свежее и в среднем на пару градусов ниже, но это не значит, что здесь не жарко. В полдень, вот посреди дня, здесь такое же пекло, вот как сейчас вы можете видеть, меня просто выжигает изнуряющее солнце, и это все тот же тропический остров, просто рано утром и вечером, когда уже заходит солнце, здесь гораздо больше свежести, здесь огромное количество зелени, здесь очень много зеленых вот скоплений всякого буйства природы, джунглей. Именно поэтому большое количество людей выбирает для жизни Убуд, потому что там реально намного свежее, даже днем пару градусов ниже, а утром и вечером вообще мы, когда ездим в Убуд, мы по вечерам даже накидываем ветровки и балдеем от этого, потому что этого очень не хватает на пляжных частях, где вот мы живем в Санурин, в Чингу, этого нет. Интересный момент. Здесь на Бали еще сложно найти хорошее, прохладное, хорошо кондиционированное помещение, будь то коворкинг или кафе, или торговый центр. Я помню, когда мы жили в Тае, там Бангкок вообще один сплошной, люто холодный, морозный кондиционер. Ну и так, конечно, где-то если делают, люди строят на островах кафе, это по-любому будет закрытое кафе, чтобы там можно было включить кондиционер. Здесь есть торговый центр, это большой плюс, это круто, но все эти торговые центры открытые, и там нигде не работают кондиционеры. Вот Beach Walk один из самых крутых, наверное, самый крутой торговый центр, но вот он открыт весь, и он тут совсем не охладится. Да, там можно идти в какие-то конкретные магазины. Также из кафе. В основном на Бали кафе такого типа строят. Оно полностью не застекленное, просто открытое пространство такое. Там ставят, конечно, вертушки, эти фены на потолок, но это не очень спасает. Вот сейчас мы были в Старбаксе. В Старбаксе тоже не холодно. То есть вроде есть кондеры, но они не работают. Они не работают должным образом. Это так странно, что в тропической стране, ну вот как у тайцев, у них прям культ кондера, они везде врубают кондеры, везде холодно. А здесь прям вот везде жарко. Сейчас просто сезон не очень жаркий, но в целом, когда вот очень жарко на улице, то ты в торговом центре не охладишься. И это, ну, странно. Также на Бали огромная проблема с пешеходными тротуарами. Вот мы видим, здесь есть такое пространство для прогулки, но мы находимся в центре, прямо возле самой главной дороги. Здесь как бы ничего нет, здесь до ближайшего пляжа пешком далеко. То есть, по сути, от этого тротуара вообще никакого смысла нету. Но вот таких вот, именно вот таких тротуаров крайне не хватает именно в прибрежных районах. Тротуаров практически нет, а там, где есть, они заставлены мопедами, баннерами, используются в качестве парковки или объездной дороги во время пробок. Да, гулять действительно на Бали негде, это большая проблема для тех, кто любит гулять по проспектам, кто любит ходить по таким пешеходным дорогам, то здесь вообще не про это история. Район, который более-менее похож на тот, на котором можно гулять, это Кута, но это совсем не самый крутой район для жизни. Тут в основном такая туристическая история, парудневная. Сюда приезжают побухать пивища, покурить что-нибудь там, еще поделать. Здесь вот такие вот переулки. Все равно не разгуляешься, но в принципе можно ходить, в отличие от того же Чингу, здесь можно хоть как-то где-то походить, но вам не дадут спокойно погулять, постоянно будут предлагать что-то: эй, босс, купи, босс, купи, босс, купи, массаж. И то есть ваша прогулка будет превращаться в сплошное отбивание от назойливых продавцов и массажистов, и в общем такое вот этого всего супер дешевого фастфудного туристического вот этого сервиса. Более того, когда вы идете пешком, все местные думают, что вы в беде и вас надо спасать. И они постоянно предлагают вам байк. Потому что пешком ходить это могут только сумасшедшие люди, и местные этого не понимают. Они не знают, зачем ходить, если можно ездить. Если мы уезжаем в Чингу, то там буквально одна улица с таким тротуаром, и то, как я рассказывал в видео о жизни про Чингу, обязательно посмотрите это видео, там буквально одна главная улица вот с этим тротуарчиком, все остальное без тротуаров. Поэтому с прогулками на Бали это большая проблема. Да, как видите, вот Чингу весь практически такой. Не особо ты здесь погуляешь, походишь или там побегаешь. Вот как выглядит прогулка по Чингу. Пешая прогулочка. В теории как бы можно дойти куда-то, но не могу сказать, что это очень приятное, увлекательное мероприятие. Ну вот такие прогулочки по Убуду.
По Убуду еще как-то можно гулять. Хотя бы хоть чуть-чуть что-то, может, подобие на прогулке можно мутить. Абсолютно небольшие вот тротуары, но они есть, по крайней мере, для Бали это уже космос. Наши клиенты с двойней. Как же я понимаю этих людей. Ну, это такой больше шопинг-прогулка, не то, что прям гулять, чтобы походить, активность, нет, это просто шопинг-прогулка, нужно понимать тоже разницу. Однако все же можно найти на острове места, где у вас получится очень качественно прогуляться или покататься на велосипеде. Одно из этих магических мест – это Санурская пляжная дорожка. Вот как раз я иду по этой дорожке, одет по спорту, вышел специально погулять, походить, позаниматься физактивностью. Тут еще есть турнички возле отеля Mercure Hotel, как он там называется. Там еще есть брусья, можно поделать. То есть великих, походить, погулять. Вот эта дорожка – это самая крутая тема. И, кстати, в Куте, вот буквально недавно начали строить тоже большую набережную дорожку вдоль пляжа. Так что берите на заметку. Я надеюсь, получилось создать впечатление целостности в этом видео и объединить две стороны медали. Мы обожаем остров Бали, мы лично в него влюблены. Много минусов, которые мы говорили, когда долго живешь безвыездно, то, конечно, у тебя тоже возникают вопросы, и немножечко хочется отдохнуть. Но я заметил, что человек такое существо, где бы ты долго не находился, ты привыкаешь, и тебе становится что-то там не то, тебе что-то не нравится. И тут вопрос уже не во внешних обстоятельствах и факторах, это все вот здесь. Если у тебя вот там внутри нет баланса, нет просто спокойного присутствия, если ты не умеешь просто жить жизнь здесь сейчас и быть благодарным за то, что у тебя есть, то тебе никакой Бали не поможет, никакая Европа, никакая Америка, поэтому фокус вовнутрь направляем, но раз уж мы проживаем этот опыт в этом физическом проявленном мире, который мы видим, то Бали это, несомненно, один из ярчайших примеров того, что нужно увидеть, потрогать, понюхать, попробовать. И всем этого мы желаем. Всем добра, адекватности. Увидимся в новых видео. Чтобы остров понимать, надо быть в теме. Идеальных мест нет, неважно где мы. Счастье не на Бали и не на Бали, оно всегда с тобой, лучше поищи внутри. Папа, мама на Бали, дети на Бали. Четкий трючок, ключи, волома на Бали. Кто-то в офисе, кто-то диплом завалил, пока мы плавали в океане на Бали. Папа, мама на Бали, дети на Бали. Четкий трючок, ключи, волома на Бали.